Ну что, друзья, Apple снова решила удивить. Вышла вторая iOS 26.2 релиз кандидат. Да-да, вторая. Такое ощущение, что первый релиз кандидат вышла просто ради того, чтобы программисты Apple сказали «Ой». Сегодня разберем, что нового iOS 26.2 релиз кандидат, почему Apple внезапно выпустила вторую сборку. И главное, когда выйдет финальное обновление на iPhone для всех. И да, если вы ждали что-то совсем другое, вы не одни. Владельцы iPhone сейчас массово грустят, как будто опять перенесли AirPods 4. Друзья, всем привет, с вами IT-Dog. Ну что ж, если вы хотите узнать, что нового iOS 26.2 релиз кандидат 2, тогда усаживаемся поудобнее и поехали. Но прежде чем начать, буду благодарен, если поддержите меня лайком и жмякните на колокольчик под этим видео. Почему появилась вторая iOS 26.2 релиз кандидат? Когда Apple выпускает две релиз кандидат подряд, это значит одно. Где-то в системе сидел дикий баг. Настолько дикий, что его даже стесняются описывать в списке исправлений. Четвертую бету пропустили, сразу прыгнули в релиз кандидат. Ну а потом поняли. Ладно, ребят, давайте все-таки еще одну релиз кандидат. Итак, что нового iOS 26.2 релиз кандидат? Вторая релиз кандидат, как обычно, без новых функций. Но давайте вспомним все, что Apple добавила за время тестов. Потому что обновления реально насыщенные. Liquid Glass в рулетке. Теперь пузырьки в уровне выглядят так, будто у вас в iPhone реально плескается жидкость. Осторожно, можно зависнуть и забыть, что вы вообще делали. Прозрачность часов на экране блокировки. Наконец-то можно выбрать, пусть часы будут либо король экрана, либо скромный гость. Новые функции подкастов, умный поиск, главы, ссылки. Похоже, разработчики впервые сами послушали подкаст. Появилась улучшенная оценка сна в Apple Watch. Теперь часы определяют, спите ли вы или пытаетесь уснуть, читая комментарии хейтеров. Напоминание теперь с тревогой. Отлично, еще один способ, как iPhone может напугать вас утром. Пароли. Новое меню исключений. Чтобы не сохранять пароль из серии 1, 2, 3, 4, 5, 6, как у всех родственников. Freeform теперь работает с таблицами. Это приложение, которое никто не использует, но Apple упорно продолжает его прокачивать. Друзья, если вы используете Freeform, дайте знать в комментариях. AirDrop – коды доступа. Да-да-да, передаете файлы конкретному человеку, а не кому повезет. Прогресс, правда? Siri меняем на Gemini для Евросоюза. Теперь европейцы могут изменить Siri на искусственный помощник Gemini. Siri держится, но, наверное, нервничает. Появилась сортировка игр по размеру в Apple Games. Наконец-то можно понять, кто съедает память iPhone. Вот это или вот это приложение. Liquid Glass. Анимация стала еще плавнее. iPhone снова стал красивее. А вы снова это не заметите. А когда выйдет финальная iOS 26.2? Раз первая релиз кандидат вышла 3 декабря, а обновление не появилось 8 декабря, тогда все понятно. Apple перенесла релиз. Сейчас самый точный прогноз это 15 декабря. Если Тим Кук не передумает ночью, конечно же. Как установить iOS 26.2 релиз кандидат? Если хотите попробовать iOS 26.2 раньше всех, вот инструкция. Заходим на сайт Apple Developer Program. Авторизируемся через свою учетную запись Apple. Соглашаемся. Перезагружаем iPhone. Заходим в настройки, основные, бета-обновления. И выбираем iOS 26.2 релиз кандидат. Да, друзья, не забудьте перед этим сделать резервную копию. Вдруг ваш iPhone решит, что вы счастливый человек.
Ребята, напишите в комментариях, установили ли вы iOS 26.2 релиз кандидат и как она работает на вашем iPhone. Батарея, лаги, живет ли Face ID своей жизнью. Все пишите в комментариях, собираю отзывы для большого обзора. Лайк, подписка, колокол и увидимся уже в следующей версии iOS 26, которая, как обычно, выйдет ночью, когда вы спите. На этом все. С вами был IT-Dog. Всем удачи и пока-пока. Да, еще, если вас интересуют самые крутые обои на свой iPhone или Android, загляните в наш Telegram, ссылочка в описании.